Ягд-Пантера — тяжелая немецкая самоходно-артиллерийская установка класса истребителей танков времен Второй мировой войны. Масса 45 тонн, экипаж 5 человек, годы производства 1944-1945 год. Не было массовое количество выпущенных штук 413. Лобовая броня 80 мм, бортовая 40 мм, пушка калибр 88 мм. Боекомплект пушки 57 снарядов. Один пулемет МГ-34. Двигатель Майбах 700 лошадиных сил. Скорость по шоссе 46 км в час. Запас хода 250 км. Ягд-Пантера сконструирована на базе танка Пантера и имеет компоновку, конструктивно близкую к компоновке советских САУ Су-85. Для тяжелой машины Ягд-Пантера обладала хорошей скоростью и проходимостью. С другой стороны, самоходка унаследовала от базовой машины ряд недостатков, в первую очередь невысокую механическую надежность и относительно тонкую бортовую броню. В октябре 1943 года, еще до начала выпуска, истребитель танков был модернизирован. Причиной стал опыт, полученный в ходе летних боев в битве на Курской дуге. Выявилась необходимость защиты машины от пехоты противника. С этой целью справа от пушки была смонтирована шаровая установка для пулемета. До того огонь предполагалось вести через бойницу в лобовой броне, как у «Пантеры». В феврале 1944 года началось серийное производство САУ, получившее официальное название Ягд-Пантера. В течение всего процесса производства, в конструкцию Ягд-Пантеры вносились следующие изменения: были убраны пистолетные порты, добавлен гранатомет для ближнего боя, установленный на крыше, удален левый перископ водителя, добавлены кронштейны на люке, обеспечивающим доступ к двигателю, добавлены трубы охлаждения двигателя, ствол орудия стал состоять из двух частей, что упрощало процедуру его замены, добавлен циммерит, усилена амбразура крепления орудия, добавлена бронированная защита выхлопных труб. Ягд-Пантера серийно выпускалась в 3 модификациях. Использование истребителей танков по частям не допускалось. Использование Ягд-Пантер допускалось лишь в отдельных случаях, к примеру, при штурме укрепленных позиций неприятеля. Без крайней на то необходимости их не разрешалось использовать в качестве неподвижных огневых точек. После решения боевой задачи САУ предписывалось немедленно отводить в тыл для проведения техосмотра и ремонта. Дебют Ягд-Пантер состоялся в Нормандии, оказался не слишком выдающимся. Как выяснилось, машина страдала перегрузом носовой части, что часто приводило к поломкам. Наиболее массово Ягд-Пантеры использовались во время Арденской операции. В ней приняло участие 56 машин. На Восточном фронте машины наиболее массово использовались во время боев под озером Балатон и при обороне Вены. Слишком мало и слишком поздно. На момент появления Ягд-Пантера являлась, без преувеличения, лучшим из истребителей танков. Она не имела столь толстого лба, как у Фердинанда, тем не менее, брони верхнего лобового листа оказалось достаточно, чтобы держать бронебойные снаряды калибра 75-85 мм на всех дистанциях. Кроме того, эта машина оказалась самой подвижной среди немецких истребителей танков. В целом, получались крайне опасная самоходная установка, против которой на начало 1944 года эффективно могла бороться только Су-152. Друзья, подписываемся на канал, чтобы смотреть новые видео первыми.